Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Как и обещала в предыдущем видео, поделиться идеей новогоднего дизайна новогоднего маникюра с балериной и пеной. И для меня это уже какой-то аномальный дизайн, здесь нет совершенно втирок. Но я, конечно же, добавила блестки, потому что никакой новогодний маникюр не обходится без снежинок и блеска. Итак, приступим. Первый ноготок у меня перекрыт в качестве подложки таким нежно-розовым. Все ссылки на название материалов найдете в описании под этим видео. И ноготок перекрываю блестками такими опаловыми, как раз похожи на искрящийся снег. Без них никакой новогодний маникюр, я уверена, не может обойтись. И просушила блестки 30 секунд, перекрываю плотным топом глянцевым без липкого слоя. Это самые любимые у клиенток блестки, и нежные, и в то же время очень залипательные. И просушиваю ноготок ровно 1 минуту. Следующий вариант дизайна покажу уже с градиентом. На 1/3 ноготка наношу такой темно-лиловый, немного припыленный. На оставшиеся 2/3 наношу такой ванильный, йогуртовый, я бы сказала, с розовыми такими блестками. И кистью гребешок для градиента перемешиваю такими разметающими движениями между собой эти гель-лаки цвета. Излишки снимаю с кончика ноготка, чтобы не было заплывов. Просушиваю градиент 60 секунд и таким же образом наношу второй слой. Первый слой не должен быть идеальным, так как он выступает в качестве подложки. Второй слой градиента делаю точно так же, как и первый, с той лишь разницей, что помимо разметающих движений прохожусь еще вот такими штрихами, как бы стягивающими друг на друга цвет. И второй вариант градиента уже наоборот. На верхние 2/3 от кутикулы нанесла ванильный цвет и на нижнюю треть нанесла уже вот этот лиловый припыленный. Также в 2 слоя. Первый слой просушила ровно 1 минуту, нанесла вторым слоем. Этот градиент получается понежнее, немножечко посветлее. И я, и клиентки, да и, наверное, все клиентки очень любят градиенты. А почему он так полюбился? Да потому что с помощью градиента как раз и можно соединить несколько цветов в маникюре. И теперь буду использовать вот такие вот слайдеры. Это мои одни из самых любимых слайдеров. Объемные, не хрустальные, но объемные 3D слайдеры. И вторые снежинки. У меня, к сожалению, от них остались пока только обрезки, заказала новые. Подготавливаю и вырезаю необходимые слайдеры, балерину и снежинку. Сейчас у меня клиентки в основном сходят с миндальными ноготками, и поэтому я сразу излишки, уголки примерю, чтобы лишнего потом не убирать, не отрезать, но тоже важно не лишкануть. Отрезаю эти углы, они точно не понадобятся. Прокрашиваю ноготок базой для гель-лака. Лучше взять базу пожиже, потоньше. Базу просушиваю только 5 секунд. Слайдеры буду наносить на ноготки с градиентом. Проверяю, что слайдер уже есть, то есть достаточно уже размок. Они у меня лежали на салфетке, смоченной обычной холодной простой водой. И методом сдвига переношу на недосушенную базу. Чем удобно? Тем, что легко слайдер ездит на непросушенной базе. И можно развернуть, подвинуть, как необходимо вот эту картинку. Аккуратненько силиконовой кисточкой разглаживаю, чтобы не травмировать ни объемные вот эти вот части, где снежинка, ни вот эту пленочку, потому что она безумно тонкая. Аккуратно разгладила, нигде не должно ничего не торчать, не должно быть никаких складок. Подсушиваю слайдер обязательно в лампе еще 10 секунд, то есть досушиваем базу, чтобы он хорошо закрепился. Таким же образом на недосушенную базу переношу слайдер со снежинкой. Аккуратненько его приминаю, приглаживаю к ноготку. И как видите, это довольно частая проблема, слайдера не хватает по всей длине ноготка. Чуть позже в видео я покажу, как я с этим справляюсь. Разглаживаю силиконовой кисточкой, расправляю слайдер и ставлю в лампу досыхать. Тем временем ноготок у нас с балериной, я перекрываю его глянцевым топом без липкого слоя, достаточно плотным, выравнивающим, чтобы ничего нигде не торчало, но излишки с выпуклых, с рифленых мест слайдера, так как он у нас объемный, ажурный, очень красивый, снимаю обязательно кисточкой. Мне удобно вот такой вот кистью лепесток, где-то 3 мм шириной. Таким образом все вот эти вот выпуклые места слайдера очень хорошо носятся. И просушиваю 1 минуту. Далее беру тонкую кисть, самую тонкую, волосок, и наставляю вот эти вот точечки, то есть имитирую дизайн вот этого слайдера. Это вот буквально несколько секунд занимает, тут не должно быть какого-то изобразительного искусства. То есть прям чуть-чуть какие-то крапинки, линии наставили, просушили 30 секунд и затем перекрываем глянцевым топом без липкого слоя. Где необходимо, выравниваем топом
ноготок. Где необходимо, с выпуклых рифленых мест слайдера снимаем кисточкой излишки топа. Таким образом топ как бы запечатает все вот эти вот пупырышки этих снежинок, да и вообще выпуклых слайдеров, и не дает им скалываться либо протираться в процессе носки. Наш ноготок готов. Ставим сушиться в лампу на 60 секунд. И теперь вернусь к ноготку с балериной. Здесь у нас будет вот такая ажурная пена, как бы по диагонали. Наношу у кутикулы по диагонали и на свободный край полупрозрачный белый гель-лак. Лучше взять белый гель-лак пожиже и прям тонко-тонко наношу таким вот образом. Где нужно, тонкой кисточкой дорабатываю. Должен быть достаточно тонкий слой. И на не просушенный, на жидкий вот этот белый гель-лак переношу пену. Есть такой момент, что пена, она как бы убегает за кисточкой, поэтому на типсе это не очень удобно, а на живых ручках я наношу на кожу и с кожи пальчика стягиваю ее по ноготку. Немножечко жду несколько секунд, что пена разъест как раз вот этот белый гель-лак. Просушила ноготок с пеной ровно 1 минуту и хорошо обтираю салфеткой от пены. Очень нежный получается дизайн. В некоторых местах мне не всегда нравится, как отпечатывается пена, поэтому я дорабатываю белый гель краской, буквально 2-3 полосочки, вот этот орнамент, чтобы он был более равномерный. И просушиваю в лампе 30 секунд эту краску. И затем пену обязательно, ее нужно было обезжирить, когда мы вытирали от пены ноготок. И обязательно прокрасить, перекрыть глянцевым топом. Кисточкой излишки этого топа также снимаю так неравномерно, чтобы осталась вот эта фактурность этой красивой нежной пены. И просушиваю 1 минуту. Следующий вариант дизайна в этом маникюрчике. Ноготок перекрыт у меня в 2 слоя, вот таким лиловым припыленным. Он также с шиммером медного оттенка, мелкие такие блесточки. Каждый слой просушила по 30 секунд. Мне не хватило этих блесток, этого шиммера внутри гель-лака, и я сверху перекрыла блестками опал. Очень красивое, комфортное сочетание получается на припыленном лиловом. Вот эти вот красивые золотистые, медные какие-то блестки переливающиеся. И перекрыла глянцевым топом без липкого слоя. Просушила его 1 минуту, чтобы соединить все эти цвета и предыдущий ноготок, на котором у нас затесалась пена. На этом ноготке будет также пена, вот такой S-образной волной. И прям на жидкий вот этот белый гель-лак переношу пену. Пена должна быть покрывать весь ноготок, не должно быть нигде никаких проплешин обязательно. Мне не очень удобно это делать на типсу, потому что одной рукой я должна держать саму типсу, а другой рукой переносить пену. Но вот, наконец, я пену зафиксировала на ноготке, несколько секунд подождала. Уже видно, как мыльная пена разъела белый гель-лак, и ставлю сушиться ровно на 1 минуту. После того, как ноготок просох, обязательно обтираю его от пены, обезжириваю эту пену, так как ее для хорошей носки необходимо перекрыть все же топом. И глянцевым топом прохожусь по этой S-образной волне из белой пены. Прокрашиваю очень тонким слоем и кисточкой убираю излишки топа, чтобы пена не потеряла свою вот эту красивую фактурность. Просушиваю 1 минуту. И заключительный ноготок для этой подборки маникюрчика буду посыпать вот такими блестками. Похожи они на втирку единорог, но такие сыпучие блестки. Блестки эти бывают с разным оттенком вот этого перелива. Эти с таким медным золотым оттенком. В качестве подложки ноготок перекрыт у меня ванильным гель-лаком. Тот, что использовала я в градиенте. Перекрываю его глянцевым топом без липкого слоя. И прямо на жидкий топ сыплю эти блестки, хорошо пересыпаю. Жду, чтобы блестки утонули в топе, стучу по пальчику, чтобы излишки их упали, и затем ставлю в лампу минимум на 1 минуту. Сыплю блестки над небольшим листочком, очень удобно их ссыпать обратно в баночку. Ноготок просох, и жесткой щеточкой обязательно счищаю излишки этих блесток, чтобы нигде ничего не цеплялось. Если необходимо, можно чуть подпилить. И подборочка новогоднего и очень оригинального, безумно нежного и очень залипательного дизайна готова. И напомню, если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. А также рада обратной связи, вашим комментариям и предложениям на новые интересные видео. И до новых встреч!